Наверняка у каждого из вас есть много вопросов, которые вы бы хотели задать нашим артистам. И сегодня, точнее сейчас, вы сможете пообщаться с ними и узнать то, что вас интересует. Не через социальные сети, а вживую. Каждому артисту вы сможете задать по 2 вопроса. Мы не перестаем вас радовать. Прямо сейчас вы можете задать любой вопрос, и мы на него с удовольствием ответим. Давайте позовем ребят на сцену! Громче они не услышат! Отлично! Ранеля мы провожаем в зал. Готовьте свои вопросы, потому что сейчас... Поднимайте руки, кто хочет задать вопрос. Не стесняйтесь, давайте поддержим аплодисментами. Ладно, у нас есть еще люди, которые хотят задать вопрос. Давайте пока Будешь подумает. Это вопрос к Даше. Даш, У меня вопрос. Как ты стала известной? Благодаря Эколь или поколению М? Благодаря поколение М с нами сотрудничает уже как год, наверное, ну совсем недавно. А я в Эколь пришла 3 года назад. Я приехала из города Углища. Там меня заметила продюсер Татьяна Викторовна. Я спела кукушку, и мы решили, что нужно записать на нее ролик. И, собственно, он набрал 9 миллионов просмотров, и вы меня знаете. Да, я знаю, я видела везде. Спасибо. Аплодисменты. Это вопрос ко всем. А какие у вас любимые исполнители? Давайте по очереди, признавайтесь. Антоха Окей, МС. меня Black Star. Это не исполнитель, это центр. Это не группа. Ладно. Да. Ранель, давай. Все очень круто Ладно. рэп Мне читают. вообще нравятся все певцы, как их можно называть, звезды, артисты, да. Вот, потому что у каждого есть своя песня, которой он выделился, и которая реально крутая и просто офигенская. Поэтому я не могу выделить кого-то именно. Поэтому вот мой ответ. Мне очень нравятся зарубежные исполнители, а именно мне очень нравится Алисия Кейс своей энергетикой, своим вокалом, и очень нравится Бейонсе тоже, поэтому вот так вот. Грегори. Хорошо, группа «Нервы», если вы такую знаете, и певица Земфира. Что касается меня, я все-таки раньше ориентировался на Запад, но с этого года начал раскрывать для себя русскую музыку, многих новых русских молодых исполнителей, и это меня, в принципе, радует только. Поэтому я не могу кого-то конкретно выделить, потому что я кайфую от любой музыки. Аплодисменты. Отлично, хорошо. Продолжаем. Есть еще вопрос? Давай. Моих друзей меня касается вопроса для Алисы. Во сколько лет ты сняла клип «Я не игрушка»? О, я его сняла год назад, буквально. Вот, наверное, как раз прошел где-то год. Вот прям, наверное, тютелька в тютельку. Понятно. Хорошо, давайте. Грег, доволен ли ты своим выступлением в «Голосе дети»? Нет, это все Почему? знают уже, по-моему. Почему? Потому что мне кажется, то, что я мог себя показать с более лучшей стороны, но ничего, я пытаюсь это наверстать сейчас. Спасибо. За такие моменты. Это ко всем. Давайте устроим квартирник, давайте так сядем. В юбочке не сесть, знаешь? Снимай. Ну вас не почта, ладно, я посижу. Вот Везёт. некоторые дети растут Погнали. на ваших песнях, а на каких выросли песнях? Ну и сейчас. Я смотрела клипы «Глюкозы». по Глюкоза Муз-ТВ. На Муз-ТВ. Мы включали на кассетах, и песня «Моя невеста, да, честная, я тоже честная». помню. Вот А еще и Глюкоза клипы какой-то. в Снежинка, как она там, как будто еще мультяшная. лягушка какая-то была, тоже мультяшная. Я просто любила мультики, клипы смотреть, не знаю. А я когда слушала Глюкоза. «Глюкозу», я думала, что это моя мама записывала на кассеты песни, и всегда думала: «О, мама, это ты поешь», реально было такое.
Ранель, у тебя такие взрослые песни. Расскажи нам, кто тебя на них вдохновляет? Я просто Не благодарна. знаю, иногда я сам некоторые песни выбираю, которые мне нравятся, иногда продюсерский центр «Эколь». Не, а почему? Ты не ответил на свой вопрос. Почему? Кто тебя вдохновляет? Ну не такие? знаю. Мама. Алиса, у меня к тебе вопрос. Ну? А со скольки лет ты начала петь? О, как мама мне рассказывает, сначала я орала, потом это периодически началось мелодичный какой-то тембр появляться. Не, ну вообще я пошла к учителю в 4 года по пению. Но сначала занималась хором, а потом уже двигалась дальше. Ранеля, вон у нас Спасибо. маленькие девочки. Сзади тебя, давай им. Алиса Кажикина. Мне интересно, а ты умеешь играть на каком-нибудь инструменте? Я умею играть на фортепиано, и сейчас, если это можно так сказать, то я учусь играть на гитаре. Но это очень стрёмно слушать пока что. Ну вот, но я стараюсь. Спасибо. Вопрос ко всем. Я занимаюсь 5 лет вокалом и хочу сейчас выбрать какую-то песню на другом языке. Ну, на иностранном каком-нибудь. Вот Это вопрос... просто вот... Это вопрос к Саше Болдыревой, она очень хорошо разбирается в иностранных песнях. Просто вот что можно посоветовать, может, какие-то певцы, вот что-то такое. Если ты занимаешься 5 лет вокалом, то, я не знаю, Кристина Агилера Да, какая-нибудь. Кристина Агилера, может быть, Бейонсе. Reflection песня, Прикалываетесь? очень классная. Да. Посмотри что-то Кристины Агилеры, Лара или вот Фабиан. Тины Тернер, например, Simple the Best, очень Не, Лара популярная Фабиан мне и еще безумно нравится. Но Лара Фабиан, я думаю, что это уже может спеть человек, который занимается там вокалом гораздо больше и который уже понимает эти песни по-другому. ну То есть, это ну, да, да. там смысл очень важно передать. Спасибо, Саша. Давайте еще 4 вопросика. Я хотела спросить у вас всех, а у вас есть вторые половинки, как их зовут? Дорогие друзья, а давайте личная Наши жизнь вторые останется- половинки — это музыка. Да, Давайте у нас личная жизнь будет оставаться личной. и мы не личное, будем- не публичное. А вот у меня вопрос ко всем. Вот когда вы выступаете, вам очень страшно? Смотря какие песни. Поначалу, когда я была Волнение всегда присутствует, вот честно. Ну, лично у меня всегда. Ну это да. Но как бы волнение увеличивается, если ты песню знаешь 2-3 дня. Но Или есть, если ты есть поешь два, её 4 два- года, два как разных танцор. волнения. Есть волнение, когда ты просто тупо стрёмно боишься выйти и что-то сделать, что-то сказать. А есть волнение, когда ты выходишь на публику, и ты хочешь уже поскорее увидеть этих людей, пообщаться с ними, спеть для них. И буквально через 5 секунд после твоего выхода это волнение превращается в какой-то общий альянс публики с исполнителем. Вот этот вот вопрос для всех вот вас. Вот вы выступаете, сколько вы вот времени тратите для того, чтобы подготовиться к этому выступлению? Всегда по-разному. на самом Конечно, деле. я тоже пою, занимаюсь, уже 6 лет получается, но... Сколько тебе лет, девочка, скажи? Мне 11, я Ну, это да. Здравствуйте. Как вам Красноярск и как перелет? Красноярск просто нереальный город. Мы когда Да, ехали по понравился. нему как раз на площадку и до отеля, когда мы ехали вчера ночью, удивлялись людям, удивлялись культуре, удивлялись. Но на самом деле Красноярск, некоторые районы Красноярска очень похожи на Москву. Очень похожи. Да. У вас очень Мне хорошие очень кафешки. Красноярск Но мы напомнил были мой приятно родной город. удивлены посетив ваш город. И как погода? Снег вчера Хуже, чем в бывает? Москве? Ну, нет, Такая кстати, же погода погода. очень приятная. Да, Очень да. приятная погода, потому что прохладно. Мы прям с утра сегодня с Ранелем открыли окно и хотели надышаться свежим воздухом, потому что в Москве его сейчас уже практически нет. Да. Ну, спасибо, удачи. Финальный вопрос. О, Господи. Кому-нибудь из вас нравится рэп? Мне нравится. Ну, как бы, Ну, мой кот смотря какой. Ну и, конечно, не весь. Баста. Баста. Я очень люблю Басту. Нога Я с ним на из ногу. одного города. Но мой кот на тебя подписывается. Саша, Саша, ты что зачитай напела? тогда, пожалуйста, рэп. Ты меня Задисел? Ну, Но мой что, кот на что? тебя пописифонизил. Эй, эй. Зачитай, пожалуйста, Ты рэп. меня задисел? Я зачитаю. Ну, мой кот на тебя пописифонизил. Мы читаем. Отлично, спасибо большое, ребята. Спасибо, наши дорогие зрители. Я хочу вам сказать, Квартирник окончен. что не расстраивайтесь, так как у нас
У нас впереди еще очень-очень-очень-очень-очень много встреч, и мы с вами все еще обязательно увидимся и не один раз. Так что не теряйте надежду, а впереди нас ждет финальная песня и автограф-сессия. Мы говорим огромное спасибо компании МТС и проекту «Поколение М» за возможность провести этот концерт в вашем замечательном городе. Мы ждем ваши фото с хэштегом «Репортаж Поколения М» в группах. Мы также говорим спасибо нашим информационным партнерам. Это телекомпания «Афонтова», газета «Комсомольская правда», журнал «Собака» и сайт Newslab. Спасибо, что печатаете про нас. Также благодарим наших новых друзей, красноярскую школу Harlem Jokers, дэнс-студию, первую и единственную в Красноярске школу танцев, которая обучает танцоров всех возрастов и создает сильнейшие хип-хоп команды. Кстати, это единственная в Красноярске профессионально-спортивная школа танцев по хип-хопу. Теперь она есть и в Октябрьском районе города. Не забывайте участвовать в конкурсах «Поколение М» на сайте поколение.mts.ru. Побеждайте и выходите на сцену вместе с нами. А впереди у нас последняя песня и автограф-сессия. Спасибо огромное, Красноярск! Вы очень-очень крутые! Каждый день что-то в жизни меняется, светлый юный талант набивается, и над каждым звезда загорается в небе. А мечты даже самые смелые непременно сбываются, если мы верим. Тогда для нас открыты все двери. В разноцветных огнях разлетаются, звуки музыки здесь превращаются в песни. И к успеху шаги наши первые будут быстрыми, легкими, если мы верим. Тогда для нас открыты все двери. Мы на сцене, это наше время. Так давайте вместе будем петь и танцевать. Мы на сцене, яркие мгновения, сохраним в сердцах и будем новой встречи ждать. Дорогой город Красноярск, спасибо тебе огромное за твой теплый прием, за твою добродушие, за твою гостеприимность. Мы вас очень любим. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что в этом году мы не в последний раз. А теперь все вместе! Все вместе! Поехали! Мы на сцене, это наше время. Так давайте вместе будем петь и танцевать. Мы на сцене, яркие мгновения, сохраним в сердцах и будем новой встречи ждать. Мы на сцене, это наше время. Так давайте вместе будем петь и танцевать. Мы на сцене, яркие мгновения, сохраним в сердцах и будем новой встречи ждать. Спасибо, вы прокачали эту сцену, вы прокачали этот зал. Спасибо! Спасибо большое! Мы вас очень любим.